Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас понедельник, 27 февраля, выпуск промежуточный. Мы с вами работаем в прежнем режиме. С понедельника по четверг промежуточные выпуски, в пятницу я отвечаю на вопросы и в воскресенье итоги недели с Сергеем Жирновым. Так, сразу хочу обратиться к нашим уважаемым зрителям и слушателям. Э, Те, кто хочет получить ответ на свой вопрос, пожалуйста, подписывайтесь в Patreon, там я отвечаю практически на все вопросы. Для наших подписчиков Patreon я сделаю выпуск ответа на вопросы 1 или 2 марта. Так, это такой был небольшой анонс, и приступим к обсуждению тех событий, которые произошли за выходные и сегодня. Так, умер Глеб Павловский. Неоднозначная фигура, очень неоднозначная. С одной стороны, его можно, правда, с большой натяжкой назвать архитектором нынешней системы. Он действительно был приверженец авторитаризма и сыграл такую довольно интересную роль в становлении и Владимира Путина не просто как президента. Я скажу даже больше. Он, видимо, сыграл достаточно серьезную роль в становлении Владимира Путина как личности. Как личности в постпремьерский период, в период после первого премьерства. Я, честно вам скажу, немного лестных слов слышал от Владимира Путина о Глебе Павловском, но все-таки были моменты, когда Путин направлял Павловского на сложные, по его мнению, участки идеологической работы. Я как-нибудь расскажу более подробно. Здесь и строительство так называемого русского дома, и общение с криминальными авторитетами, и спонсирование спецопераций и так далее, так далее, так далее. Еще раз повторяю, Глеб Павловский, несмотря на то, что был интеллектуал высокого уровня, все-таки по своей сути фигура неоднозначна. Ну, о покойниках либо плохо, либо ничего. По крайней мере, в день смерти. Поэтому сегодня мы с вами обговорили произошедшие события и немножко давайте перенесем итоги жизни и деятельности Глеба Павловского на более позднее обсуждение. Так, дальше у нас Лукашенко. Лукашенко, конечно, прекрасный парень в кавычках. Я уверен, что вы уже знаете, что я люблю говорить на людей, которые по своей сути не являются прекрасными людьми. Говорю про них прекрасные и говорю, что это в кавычках. Лукашенко опять сел на шпагат. Вы знаете уже прекрасно, что в том числе и из нашего телеграм-канала, и вообще из тех новостей, которые приходят по оппозиционным каналам, о том, что вчера произошло ЧП в Беларуси, на военном аэродроме, который находится возле Минска. Произошел инцидент с российским военным самолетом. Давайте мы пока не будем уточнять, с каким именно, потому что даже Владимиру Путину сообщили информацию, которая было два доклада, в которых в одном докладе был назван один самолет, в другом докладе был назван другой самолет. Поэтому давайте мы пока не будем четко обозначать, какой именно самолет, но сам факт того, что был инцидент с повреждением самолета. Как говорят Владимиру Путину, ничего страшного не произошло, и даже вчера вечером был доклад, в котором говорилось, что самолет может самостоятельно совершить перелет. Ну, иначе и не может, кроме как самостоятельно. Так вот, очень интересная ситуация. Очень интересно уже в том плане, что
Путину из нескольких источников дают абсолютно разную противоречивую информацию. Поэтому мы, опять-таки, не торопимся конкретизировать, и давайте дождемся, пока не проявится четко и понятно, что же все-таки произошло. По одним данным, которые поступают Владимиру Путину, была атака беспилотника с другого беспилотного летательного аппарата. По другой информации, другим способом было доставлено взрывное устройство, которое взрыв произошел, по одной информации, над самолетом, по другой информации рядом с самолетом. Еще раз повторяю, даже о том, какой самолет был поврежден, из двух разных источников поступила разная информация. Очень все запутано, и более того, я вам скажу, что даже Лукашенко предоставил Владимиру Путину, подтвердил тот источник, которому Владимир Путин не совсем готов был полностью доверять. Так вот, именно поэтому я говорю, что ситуация очень интересна. Очень интересно в том числе и тем, что Лукашенко, по докладу, исходя из информации, которая была предоставлена Владимиру Путину, был крепко в последнее время настроен против того, чтобы авиация военная российская пользовалась белорусскими аэродромами. Очень интересная история, очень интересная. Все-таки предлагаю дождаться каких-то более-менее четкой информации, и тогда обсудить уже более детально эту тему. Так, а пока перейдем к еще одной теме. Путин докладывает, что просто катастрофически падают доходы в бюджет. Скорее всего, финансово-экономический блок будет принимать меры. Какие меры, мы с вами обсудим уже завтра. Я расскажу об этом в телеграм-канале. А ту информацию, которую мы поместим в телеграм-канале, обязательно мы с вами обсудим завтра. Сегодня мы с вами можем обсудить тяжелую экономическую ситуацию. Мы уже говорили о том, что Эльвира Набиуллина говорила, то есть сделала доклад Путину, достаточно такой резкий, в котором обозначила, что начиная с сентября в России будет просто катастрофическая ситуация в финансовом секторе. Конечно, собираются принимать меры, обсуждается это довольно часто. Даже сегодня Путин получал доклады, в которых было представлено понимание и видение ситуации от экспертов, и Путин намерен провести, насколько я понимаю, ближе к выходным большое совещание по этому вопросу. Выйти из ситуации полностью более-менее, по крайней мере, эффективно не получится. Все равно будут проблемы. Проблемы будут глобальные. Будет к тому времени Владимир Путин у власти или не будет, это уже другой вопрос, но проблемы накатывают, чем дальше, тем больше. Выходы, сразу вам намекну, будут искать кардинальные. Так. И еще одна интересная тема. Молодежное движение, которое называется, если я правильно ставлю ударение, ЧВК «Редан», начало проявлять себя как-то резко и в полную силу, что называется. Молодые люди, которые состоят в этой виртуальной организации, как я понимаю, организация на сегодняшний день чисто виртуальная, у них нет никаких клубов по интересам, что называется, есть только виртуальное общение. Эти люди любят, это молодежь, как я понимаю, в возрасте около 18 лет, даже в основном младше, 18, от 15 до 18 лет. Эти люди увлекаются направлением в искусстве, которое называется аниме, и в каком-то мультике какую-то ерунду, извиняюсь, увидели и начинают пытаться соответствовать какому-то навязанному через мультфильмы движению. Какая-то сплошная глупость, конечно, но это говорит только об одном.
Это говорит о том, что, конечно, российские власти абсолютно не уделяют внимания подросткам. Сегодня была информация о том, что и на Украину это движение перекинулось. Э, Смысл, смысл этого движения в том, что эти подростки, организовываясь какие-то группы, договариваясь на каких-то форумах, объединяясь в какие-то группы уже физически, совершают нападения на других подростков, избивают фанатов футбольных, ну, либо не избивают, либо пытаются избивать, там уже как получится, что называется, бабка надвое сказала. Ну вот, совершат какие-то такие правонарушения хулиганские. И сейчас всерьез взяли силовые структуры за эти движения в России. Сегодня, конечно, сделали укор в том, что в Украине то же самое, но в Украине понятно, почему происходит. Идет война, молодежной политикой заниматься просто некогда. В России, на территории России, по крайней мере, на большей части территории России война не идет. И, конечно, молодежная политика была заброшена, не просто заброшена, задвинута куда-то очень-очень-очень глубоко. Не хочу говорить в какое место, но очень глубоко. И вот мы видим с вами яркие проявления. Э, Это считается серьезной проблемой. По этому поводу доклады президенту поступают уже на протяжении более чем недели каждый день, чтобы вы понимали. И ситуация будет только усугубляться, как я понимаю. Найти управу на подростков, которые решили действовать в организации, да, объединившись в организацию под названием ЧВК, модное название, очень модное. Ну, какой пример показывает государство, так и такому примеру пытаются соответствовать подростки. Так, мы с вами пока не будем углубляться в тему воспитания подростков. Мы все-таки с вами обсуждаем политические события. Так как эти события влияют на политику, мы с вами просто обязаны их обсудить. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне. Эта неделя ожидается довольно насыщенная по событиям. Завтра Путин проведет коллегию ФСБ. Посмотрим, к чему это приведет. По крайней мере, приведет ли это к новым назначениям. Итак, большое спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.